Есть ли у вас в окружении друг или подруга, встреча с которой вас очень сильно расслабляет? И в каком бы негативном настроении вы ни находились, просто пообщавшись пару минут с ней по телефону, вы сразу же приходите в равновесие, вы расслабляетесь и приходите в гармонию. Если вам это отзывается, вы такое когда-либо видели, я расскажу сейчас об этом психотипе. То есть такие люди существуют, и у них так работает мозг, который действует расслабляюще. Кто эти люди, я расскажу дальше. Ставьте лайк, подписывайтесь и нажимайте звонок. Итак, эти люди психотипа лирик. Это психотип Есенин, второе его название, интуитивно-этический интроверт. Кто это такой? Да, и почему он назван в честь лирика? Расскажу немного биографию Есенина. Кто такой Есенин? Это молодой парень, который пользовался огромной популярностью у сильных и властных людей, особенно у женщин. Он всегда был замечен в самых лучших тусовках, в самых лучших богемных каких-то местах, всегда с очень интересными, очень властными и сильными женщинами. Каким образом он умел их к себе приманить, каким образом он умел ними так проуправлять, чтобы они были его протеже и так далее. Это все его характер. Каким образом у него сформирован характер? Первое. Он интуит времени, он понимает, когда, к кому можно подойти, когда, с кем можно пообщаться. Он всегда великолепно управляет интуицией своей. И вторая его функция – это этика эмоций. Что такое этика эмоций? Она же называется этикой контакта, когда мы знаем, кому сейчас можно подойти, кому нет, кому сказать какое слово, как кого поддержать, кому какое доброе слово подойдет именно сейчас, как можно вдохновить. Например, я являюсь психотипом Есенин, лирик. И те фразы, которые я позаписывала о себе, они звучат примерно так, что когда-то я сказала такую фразу, которая на сегодняшний день очень сильно держит меня в ресурсе. Или когда-то вот мое доброе слово очень сильно подбодрило, и человек мог выйти из какой-то сложной ситуации. Как это работает? То есть это работает интуиция плюс этика эмоций. Когда мы можем так сильно повлиять на человеческие эмоции, очень сильно ними красиво проуправлять, что человека привнести в какое-то прекрасное состояние. Этому служит еще то, что мы являемся позитивистами. Позитивист – это тот человек, который видит все прекрасное, все хорошее только, какие-то положительные моменты. Поэтому, когда мы находимся рядом с человеком в трудную секунду, мы все равно можем подсказать ему какие-то позитивные моменты. Если хочешь подсказку о том, кто такой позитивист, кто такой негативист, чтобы я не останавливалась, тогда здесь сейчас будет эта подсказка. Это человек, который совершенно нерационален. Он всегда двигается по ситуации, который при этом еще является интровертом. То есть он очень глубокий. Это люди, лирики, которые очень любят искусство, очень любят книги. Это одни из лучших поэтов, писателей, которые могут рассказать о прекрасных чувствах, об эпохе какой-то. Да? Если мы возьмем того же Есенина, в чем его фишка была? Он великолепно описал эпоху того времени, в котором он жил и которая уже уходила, эпоха деревень, эпоха вот этого села и так далее. Это то, что он смог мастерски передать эмоционально. То есть это психотип Есенин, который, если мы говорим о его дуалах, о сильных людях, которые находятся рядом с ним, точнее, которыми он часто находится рядом, это волевые сенсорики, я их называю тираннозавры Рекса, то есть они максимально агрессивные, максимально властные, достаточно сложные люди, но не для Есенина. То есть я называю этот психотип укротитель драконов, потому что он знает, в какую минуту кому подойти и с каким словом, чтобы расслабить человека. То есть люди, которыми он взаимодействует, которые его активаторы, дуалы, полудуалы, люди, к которым подходят волевые сенсорики, они очень всегда в напряжении в большом находятся. И Есенин – это тот психотип, который может его расслабить. При этом принято считать, что Есенин достаточно, скажем так, безалаберные. То есть они там не умеют читать деньги, не знают, что ему делать, там, бесхарактерные, еще что-то. Это все неправда. На самом деле крайне круто видно психотип, когда какая-то любая стрессовая ситуация, видно, как Есенин мобилизируется. Все-таки его дуал – это Жуков, он всегда рядом с такими очень сильными людьми. И он может мобилизироваться, может быть собранным, когда нужно, а когда не нужно, то есть на то так и работает интуиция времени, а когда не нужно, он может расслабиться. То есть он очень экономно использует свою энергию. Он в нужном режиме работает всегда, чтобы не растратиться. Он может работать или когда надо, когда припекло,
Или когда очень большое вдохновение. То есть это люди, которые не могут работать с утра до ночи. Они должны работать только по вдохновению. И когда вы встречаете такого человека, не имеет смысла говорить здесь претензии, что ты там что-то не сделал, там-то не работал. То есть это человек, который реально может творить великолепные вещи по вдохновению, но он не может работать с 8 до 6 утра. Вот. Что я хочу сказать, что есть у Есенина конфликтер. Да, это Штирлиц. Вы можете посмотреть другое мое видео о конфликтных отношениях. Это человек, который невероятно работоспособен. Это человек-комбайн его называют. То есть он может работать 24 часа в сутки и переработать огромное количество энергии. Например, моя мама этого психотипа, когда она утром просыпается и идет в ванную, у нее, мне кажется, что руки превращаются в какие-то механизмы, которые при этом убирают, что-то складывают. То есть это человек, который невероятно трудоспособен, у которого прекрасно развита логика, которой совершенно нету у Есенина. Вот. Что еще хочу сказать про Есенина, что на самом деле он не любит хаоса, он любит порядок, он любит структуру, потому что его дуалы – это структурные логики, он ценит очень сильно сильную волю, хватку, и он знает подход ко всем людям. Человек, который реально может найти подход к любому, особенно справиться с человеком, у которого очень сложный характер, это Есенин. Вот. Если вам интересно, дальше расскажу про своего дуала. Ставьте лайк, подписывайтесь, пишите ваши комментарии.